Так, народ, всем привет! Выбрался на Ладогу. Красота. Взял сегодня с собой новую лодку, флагман 330У. Лодка вообще новая. Первый раз буду ее испытывать, первый раз буду смотреть, как она будет ехать. Испытывать буду с лодочным мотором Tohatsu 9.8. Потом в дальнейшем попробую уже на других своих моторах. Лодка рассчитана до 15 сил, поэтому потом повешу даже на нее пятнашечку. Сейчас просто на Tohatsu 9.8. Так, сейчас опять режим говорящие руки. Вот флагман 330У. Я ее взял взамен флагмана 300. Я его продал, потому что он уже был старенький у меня. И уже начал так потихоньку разваливаться. Вот. Мы видим, лодка поставляется в таком чехле. Чехол. Так, чехол ПВХ. Чехол ПВХ. Не тканевый. Сейчас я прямо здесь лодку достану, чтобы чехол не пачкать. Вот. Также у меня в багажнике, видимо, лежит лодка ДК 390 игла. Сейчас ее доставать не буду, потому что мне хватит сейчас вот с этой лодкой покататься. Так, вот она. Лодка отдельно, без банок и весел. Так просто легче. Вот. Лодку я брал для рыбалки в одного человека. Вот сейчас посмотрим, как я с ней справлюсь. Посмотрим, как это будет удобно. В принципе, лодка достаточно удобная. В одного. Флагман 300, конечно, был еще легче, но флагман 300 уже, скажем так, свое отслужил. Так, сейчас я... Так. Ну, лодка весит сама примерно порядка что-то в районе 25 килограмм. Ну, не больше. Опа. Так, вот такой ремкомплект идет. Сейчас он мне не понадобится. И лодка интересного такого цвета, пиксель называется. Я вот решил попробовать. Цвет очень практичный. Просто на такой расцветке никакой грязи будет не видно, потому что лодка со временем лодка становится грязная, и ее отмыть уже нереально. А эта лодочка будет всегда такая пятнистая, и, в общем, проблем с ней с точки зрения мытья никаких нет. Начинаем ее распаковывать. Так, это стяжка уже мое изобретение. Так, давайте посмотрим. Ну, так, лодка на самом деле не такая маленькая, как может показаться. Она поменьше, чем 350-ка флагман, который у меня был, и побольше, чем флагман 300. Ну, сейчас давайте надуем и посмотрим, как она будет уже в готовом виде. Ой, как я люблю новые лодочки. О, пахнет прям. Запах новой лодки ни с чем не спутаешь. Так, лодочка надувается. Так, продолжаем накачку лодки. Так, ну вот лодочку я собрал. Мы видим, она не такая она маленькая, но и не такая огромная. Вот для одного человека вообще идеальный вариант. Иногда можно даже для двоих брать, но видим, какая она легкая. Килеватость у нее на самом деле умеренная. Килеватость присутствует, но такая небольшая. Так, сейчас я попробую ее немножко пронести один. В принципе, вполне реально. Вполне себе реально. Я не могу сказать, что очень легко, но вполне выполнимо. Так, сейчас вешаю мотор Tohatsu 9.8. Данная лодка рассчитана до 15 сил, хотя транец у нее достаточно тонкий. Я бы не стал, конечно, на такую лодку вешать 15-сильный мотор. Вот, но я обязательно это попробую. Они сделали вот здесь вот транец, сделали здесь дополнительное усиление. Скорее всего, вот именно для того, чтобы подстраховаться, чтобы лодка могла выдержать 15 сил. Вот. Но оптимальным мотором для такой лодки будет Tohatsu 9.8.
Также я потом попробую на трешке, попробую на Yamaha 8. Вот. И, конечно, я попробую с Yamaha 15. Просто чтобы... Попробую потом с Yamaha 15, чтобы просто вот для собственного любопытства. Вот. А сейчас, сегодня я просто покатаюсь с Taihatsu 9.8. Вот лодочка на воде. Так, меня тут спрашивали как-то, какие я использую коврики. Вот видим коврик. Это ковровая дорожка на резиновой основе. Продается в строительных магазинах. Стоит, ну, очень недорого. И можно вырезать по длине лодки и там подрезать по ширине. Вот это коврик от флагмана 350 у меня остался, который я продал. Вот. Он немножко великоват, но, в принципе, нормально. Положим его, посмотрим, как он получится здесь. О, почти идеально. Чуть-чуть великоват. Вот, поэтому никакие всякие эво-коврики нафиг не нужны. Покупаем вот такую вот ковровую дорожку, подрезаем ее в нужный размер, и все, замечательно. Ну, немножко великоват, но ерунда. Зато грязь не будет сыпаться никуда. Так что берем на вооружение. Очень удобно для лодок НДНД. Кстати, не только для НДНД. Я также стелю такой коврик, также стелю на поелку, чтобы поелу потом не мыть. Так, собираем весла. Весла у меня от флагмана ДК 390 игла. Вот, я думаю, что они подойдут. Скорее всего. Они, конечно, подлиннее немножко. Но я думаю, они подойдут. Все-таки тот флагман, а этот флагман. Сборная солянка, в общем. Так, ну, весла подошли. Хотя это весла от флагмана ДК 390 игла. Родные весла и банки я оставил дома, потому что сейчас смысла нет их тащить. Так, ну что, берем Taihatsu 9.8. Мой вот, скажем так, новый мотор. Я уже третий раз с ним выезжаю. Что-то я его как-то немножко полюбил даже. Этот моторчик. Он мне очень понравился. Хотя я люблю Yamaha, но Taihatsu что-то мне зашел. Своей массой, своей вот этой вот, своей резкостью. Вот, он такой как бы резкий. Такой маленький злобный мотор. Вот эти 9,8 лошадей, они на самом деле чувствуются. Yamaha, конечно, не такая дерзкая, как Taihatsu, это точно. Потом буду делать уже полный обзор. Вот. Потом буду делать уже полный обзор. Сейчас. Так, ну что, понесли моторчик. Дун-ду-дун-ду-дун-ду-дун. Все как мы любим. Мне даже интересно, сколько же поедет лодка-то. Даже интересно. Чек, хопа. Вот и все. Мотор на трансе Taihatsu 9.8 и флагман 330U. Лодка для меня совсем новая. Совсем новая. Сейчас узнаем, какая будет скорость. И вообще, как себя лодочка. Лодка на веслах себя ведет очень хорошо. На веслах ведет себя очень хорошо. Но весла это весла. Нас интересует мотор. Так. Опускаем движочек. Подключаем шланчик. Качаем грушей. Так, сейчас ветер, поэтому цепляю петличный микрофон. Ну что, традиционное видео. Taihatsu у меня заводился буквально неделю назад. Но сейчас посмотрим, за сколько он заведется. Вытащим подсосик, поставим на старт ручку. Грушу я подкачал. Смотрим. С одного раза. Мотор завелся с одного раза. С одного. Вот так вот бывает. 330U. Место, конечно, не как в ДК 390 игла, но для одного
вполне себе лодочка. Так, ну что, мотор прогрелся. Можно давать ход. Даже немножко страшно. Так, сейчас попробую прокатиться. Флагман 330У, Тахацу 9,8. Я вешу 95 килограмм. Тут волна, конечно, но давайте посмотрим, какая будет скорость. Потом уже посмотрю обороты. Но обороты, в принципе, нам не важны, нам важна скорость. Стабильные 39. Вот, даже иногда 40 проскакивало. Это без всяких настроек, без всяких там подгонок. Вот. В принципе, я думаю, что если поиграть настройками, где-нибудь 42 можно выжить, я думаю, будет. Ладно, поехал я на берег шашлычки кушать, а там потом еще покатаюсь. Конечно, этой лодки пятнашки будет точно много. Потому что пятнашка ей транец оторвет, скорее всего. Пятнашка ей транец оторвет, блин. Ну что это такое? Это такой транец не годится для 15 сил. Сейчас попробую еще раз катануться. А так в целом лодка мне нравится. На самом деле лодка, конечно, сильно рыскает, потому что флагман ДК 390 игла, да, при такой волне идет как по рельсам. А здесь мы скачем как мячик. Вот сейчас я по длине поставлю подальше камеру и увидите, как лодка прыгает. Ой, сейчас камеру бы не утопить. Она прыгает просто как мячик. Скорость где-то 30. Против ветра уже, конечно, вообще некомфортно. Сильный ветер, поэтому, конечно, нормальная скорость не измерить, но в районе 40-39 стабильно. Напомню, что флагман ДК 390 игла ехала с этим мотором 38 км в час, а здесь 39. Ну, не шибко разница, но все-таки от длины очень сильно зависит скорость. Сейчас пойду шашлычка поем и дальше буду проводить испытания. Ну что, первые впечатления о лодке очень положительные. Она точно лучше, чем флагман 300, который у меня был. Просторнее, по массе чуть-чуть потяжелее. Вот. Я уже вижу, что мои задачи она будет выполнять на 100%. То есть мне этой лодки просто за глаза одного на рыбалку. Так, сейчас меряем скорость. Лодка флагман 330У, мотор Тахацу 9,8, вдвоем 95 плюс 70, ну да, плюс 75 с одеждой вместе. Ну, короче, грубо говоря, 180 килограмм.
180 килограмм. Полезные нагрузки, винт штатный шагом 8,5. Сейчас померим скорость. Так, надо одеть чеку в любом случае. Так, заводим моторчик. Так, 25, 30, 31. Сядь ближе ко мне. 35. Больше, ближе, ближе, больше. Хватит. 35. Так, вдвоем 35 километров в час. В принципе, неплохо, я скажу. Неплохо. Так, ну что, вдвоем где-то общая масса 180 килограмм, 35 километров в час. Так, напомню, что один я катался, скорость была 39-40. Это без всяких настроек, без всяких подгонок. То есть, если там немножко что-то подогнать, то будет скорость еще больше. Все равно, мне, конечно, Yamaha нравится больше. Вот как бы меня там не хейтили, блин, любители Tohatsu, Yamaha все равно лучше. Вот так вот. Это мое мнение личное. Это мое личное мнение. Tohatsu хороший мотор, но Yamaha лучше. Заводится, правда, зараза с одного раза. Вообще с одного. Да? Ох, хорошо. Сейчас пассажира высажу, поеду кататься один. Так, ну что, вот я прокатился на лодочке флагман 330У. На лодке я катался первый раз. Ну, первые впечатления, конечно, положительные. Tohatsu 9.8 эту лодку разгоняет до 39 км в час без всяких настроек. Вот. Дальше буду тестировать с различными моторами. С Yamaha 3 попробую, с Yamaha 8, с Yamaha 15, может быть, лодка рассчитана до 15 сил. Но это, конечно, 15 сил для такой лодки перебор, потому что таранец 18 миллиметров, по 9.8 он и то гуляет. Вот. Поэтому, но в целом лодка под свои задачи очень хороша. Легко переносится одним человеком. И места в ней достаточно много. Все, всем спасибо за внимание. До новых встреч.